Привет всем любителям науки! С вами Лаборатория, друзья, и сегодня мы поговорим, почему спички детям не игрушки. Да, если вы ребенок, то категорически запрещено пользоваться спичками, потому что это небезопасно. А если взрослые, то каждый день пользуйтесь спичками. Да, И даже если у вас электрическая плита. Спички детям не игрушка, поэтому покупайте зажигалки, и будет вам счастье. Но в этом кроется огромная опасность. Именно поэтому мы решили записать этот ролик. Но начнем с самого простого. Скажите, кто разводил огонь, знает, что есть такое выражение пожарный или пожарник. Вот вы кто? Пожарный или пожарник? Пожарник. Ты пожарник? Правильно говорю? Правильно, правильно. Правильно? Да, правильно, ты пожарник. Я пожарник. Почему? Почему? Потому что пожарник это как раз тот, кто разводит огонь. Это тот, кто разводит. Это негодяй, который хочет все поджечь или, не дай бог, случайно это сделать. А ты, значит, будешь... А я пожарный, потому что я тот, кто тушит огонь. Хорошо, если ты пожарный, значит, нам срочно нужно узнать, как вызвать этого человека, если вам стало страшно. 01. 01? Ну, еще давным-давно люди знали, что пожар это самое опасное, поэтому в телефоне было сразу 01. Это первый номер, по которому стоит звонить. Да, а мы очень современные люди, поэтому на мобильном телефоне есть номер, который поможет вам во всем. В медицинской помощи, в помощи сотрудников Министерства внутренних дел и, в общем, пожарный. Это 112. Короче, 112 на любом мобильном телефоне. Итак, пожарные тушат пожар, приезжают к вам, а пожарники его создают. И сегодня мы попробуем... Давай ты будешь в образе как раз человек, который будет разводить. Вот как, напомни мне, ты пожарник. Я пожарник, я злобный пожарник. А я буду умным человеком, который будет спрашивать, ну что же, скажите, а огонь, что же это такое за явление? Заявление? Ну, явление. Заявление написать. Нет, явление природы. Огонь какой науки? Огонь это горящая романтическая штуковина. Класс. Которая уничтожает все живое. Ну, многие на самом деле думают, что огонь это физика. Почему? Потому что в природе огонь встречается. Но огонь, оказывается, это не физика, а что? А химия. На самом деле огонь это бурно протекающая химическая реакция с выделением света и тепла. Класс. И вот, чтобы сегодня нам развести огонь, нужно разобраться о составляющих огня. Есть такое... Почему мы это делаем? Дело в том, что каждый из вас знает, как разводить огонь. Да. Вас этому учат с детства, друзья или родители. Но если мы разберем это все на части, вы поймете, как защититься от огня. И наша самая главная задача сегодня научить вас безопасности обращения с огнем. Поехали. Класс. И есть такой как раз пожарный треугольник. Вот я его специально нарисовал. Здесь вот есть 3 составляющие. Да, здесь корявыми буквами топливо. Найду топливо. Стоп. Держи на туалетную бумагу. Вот, я и нашел топливо. Это туалетная бумага. Она горит. Топливо, все, что горит. Бросаем топливо. Топливо само по себе гореть не может. Да, видите, сколько бы вы топлива не набросали сюда, хоть вот такую гору туалетной бумаги, откуда у вас она, интересно, возьмется. Вот. Но она сама по себе не загорится. Следующая составляющая, которую ты запишешь, это окислитель. Окислитель. Окислитель, пускай... Это в нашем понимании, это знаешь чего? Вот без чего человек не может жить. Говорят даже, что президент это делает каждую секунду, а мы тоже делаем это. Окислитель. Окислитель, но я понимаю, что окислитель это кислород. Это то, без чего огонь не может. Огонь дышит. Огонь дышит. Давай вот так напишем тогда. О2. Вот. Окислитель. Так, молодец. Почему-то все равно не горит туалетная бумага. Почему? Ну, подуй, может быть. Ты что? Ты же человек выдыхает углекислый газ. Я чуть не испортил себе костер. Подождите. Вот так. Подгоняй. Что-то не горит. Не горит. Не горит, не получается. Опять не горит, потому что и топливо, и окислитель сами по себе не могут гореть. То есть ты меня сейчас обманываешь? Да нет, не обманываю. Ну, потому что я же тебе сказал, пожарный треугольник. Первое, второе и... Третья составляющая тогда... Это страшная штука. Высокая температура. Ну, да. Ну вот, высокая температура. 36,6. Почему-то не горит. Смотри, давай. Высокая температура. Так, пишу. Температура, пожалуйста, есть. И я зажигаю спичку. Она горит, топливо горит.
И огонь есть, да? Пожалуйста, спичка является топливом. Высокая температура у нас получилась благодаря химической реакции. Вот огонь горит. А теперь, как избавиться от огня, как от него спастись? Пожарный треугольник нам дает огонь, и он нам обеспечит безопасность. Нам проще взять и лишить его кислорода. Поэтому я огонь просто накрываю. И теперь, смотрите, мы лишаем огонь окислителя, мы убираем окислитель. И смотрите, что получилось. У нас абсолютно прекратилось горение. То есть, если лишить одной из вершин треугольника, пожарный треугольник, то огонь прекратится. Мы лишили кислорода костер, и, пожалуйста, остался только небольшой дымок. Способ, как сделать домашний огнетушитель, мы возьмем то, что есть в каждом доме. Да. Это обычная домашняя питьевая сода и обычный уксус. Уксус для столовой. Давайте зажжем огонь в виде свечи. Пройдем простейшую химическую реакцию. Мы возьмем соду. Наливаем. Смотрите, все. Воу, запенилось, зашипело. Дело в том, что уксус кислота, а сода это щелочь. Они соединяются вместе и образуют основание с выделением углекислого газа. Мы выливаем углекислый газ на свечку. Стоп, видали? Давай Всё. еще раз проверим. Так, еще разок. Видали, не прикасаясь к свече, огонь потухает. Вот такие вот, друзья, мы делаем выводы, что чтобы избавиться от огня, сделать его безопасным, нужно убрать одну из вершин треугольника. Либо топливо, либо окислитель, либо... Либо что? Температуру. Подписывайся на канал. И ставь лайк.